Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и сейчас пришло самое время узнать, на каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в нашей жизни в наступающем году, и какие сюрпризы будет подкидывать жизни каждому из нас. И в этом видео мы с вами будем разбирать годовой гороскоп для восходящих овнов. Друзья, это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! И прежде чем мы с вами приступим непосредственно к трактовкам самого гороскопа, я хочу пояснить, что я ведический астролог. И положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, оно полностью соответствует положению планет на небе. То есть, если вы возьмете телескоп и в него посмотрите. И, соответственно, разбор гороскопа делается у нас для восходящих знаков. Да, потому что именно так мы с вами устанавливаем конкретный факт того либо иного события в нашей жизни. То есть мы смотрим гороскоп не для солнечных знаков, не для лунных знаков, а смотрим прогноз именно для восходящих знаков, если, конечно же, хотите получить максимально правдоподобный прогноз и трактовки. И, соответственно, на канале у меня уже есть инструкция, как построить свой гороскоп самостоятельно, именно в ведическом стиле, и узнать свой восходящий знак, или по-другому мы его называем асцендент. И, соответственно, ссылка на него размещена в описании под этим видео. И не поленитесь и обязательно постройте свои гороскопы. Есть еще один момент. Прогноз на год в этом видео я буду делать именно по технике транзитов планет. То есть планеты на небе у нас с вами постоянно двигаются, перемещаются в какие-то новые знаки зодиака, в новые сектора вашего гороскопа. И вот, соответственно, по их движению мы с вами делаем определенные выводы и озвучиваем определенные трактовки, да, чтобы нам установить с вами факт того либо иного события в жизни. И, соответственно, мы с вами посмотрим, какая планета и где у нас будет находиться в 2025 году именно для вашего восходящего знака, и сделаем выводы, какие же события это положение планет принесет в нашу жизнь. Значит, план видео у нас с вами следующий. Сначала мы с вами рассмотрим наши транзиты планет-гигантов, назовем их так: Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. То есть все наши три гиганта, да, именно в 2025 году практически одновременно меняют свои знаки зодиака. Поэтому можно сказать, что наша жизнь с вами однозначно, вот прям по всем фронтам, примет абсолютно новый вектор движения и откроет коридор для совершения каких-то новых событий в нашей жизни. А в каких, вы узнаете далее в этом видео. И также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда у нас будут ретроградными, то есть что от них стоит ожидать и какие уроки они нам хотят преподать именно в свои периоды. После мы с вами обсудим коридоры затмений, то есть это такие самые устрашающие периоды года, когда на самом деле лучше сидеть ниже травы и тише воды. И напоследок мы с вами тоже сделаем обзор с датами по ключевым сферам жизни, по карьере, по финансам, по личной жизни, по здоровью, и посмотрим такие более мелкие периоды года, когда стоит либо соломки подстелить и держать руку на пульсе, а когда стоит, скажем так, по максимуму напрячься и получить самые лучшие и благоприятные результаты. Ну что, давайте приступим. Восходящие овны. И у нас появляется, соответственно, отображение вашего гороскопа с положением планет и их аспекты. Пожалуйста, не пугайтесь. Сейчас мы с вами пошагово будем все расшифровывать по порядку, чтобы пазл в голове у нас окончательно сошелся. И начнем мы наш обзор с анализа Сатурна. То есть на протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года, то есть целый первый квартал, он находился и будет находиться в 11 доме вашего гороскопа. И по сути Сатурн, он как бы убирает лишний шум из вашей жизни и хочет, чтобы в этот период вы сконцентрировались на главном,
А главное для вас это как раз-таки сфера 11-го дома, то есть друзья, единомышленники, ваши мечты, ваши интересы. И, соответственно, под влиянием Сатурна многие уже из вас могли пересмотреть, либо еще пересмотрят свой круг общения. То есть, опять же, сейчас мы с вами делаем общий прогноз, поэтому, естественно, у каждого из овнов будут свои ситуации, наступать они будут в определенные периоды. И, например, у кого-то из вас там друзья или ваши братья и сестры уже уехали, либо уедут в другой город, либо в другую страну, поэтому вы можете с ними начать меньше общаться. Кто-то из ваших друзей просто уйдет из вашей жизни без каких-то прям видимых причин или по вполне даже видимым причинам. Например, у вас появятся какие-то неразрешимые разногласия, предательства, либо может произойти, например, потеря друга вследствие какой-то болезни, либо несчастного случая и так далее. А может просто вы станете более загруженными, например, по работе, либо по каким-то иным причинам в своей жизни. И поэтому у вас, по сути, не будет вот этой возможности тратить свое время на общение с друзьями, на тусовки и на встречи с ними. Но это не только про потери. То есть у некоторых из вас объявятся какие-то старые друзья, с которыми вы давно не общались. Кто-то обретет новых единомышленников, потому что ваши интересы, они будут меняться. И вы можете вступить в какой-то новый круг интересов, круг единомышленников и найти себе новых друзей. То есть в этот период отношения, они как бы будут проходить проверку на прочность. И рядом с вами, по сути, останутся только те, кто выдержит вот это испытание временем и обстоятельствами. То есть на кого реально можно положиться и с кем ваши интересы и взгляды совпадают. То есть Сатурн с вами оставит только качественных и надежных людей, да, и, соответственно, те, кто был лишь декорацией, уйдут сами собой. И также Сатурн аспектирует 5-й дом вашего гороскопа, и, возможно, вы проходили или начнете изучать что-то новое, какие-то вот проходить курсы, приобретать новые навыки, где вы в том числе можете обрести новый круг единомышленников, и кто-то из ваших новых знакомых может стать другом даже на долгие годы. И также тут можно вспомнить, собственно, такую поговорку, да, с кем поведешься, от того и наберешься. И вот, собственно, от качества вашего окружения будет напрямую зависеть ваш успех, особенно если вы занимаетесь предпринимательством. Конечно, быстрых побед не стоит ожидать в этот период. То есть каждый шаг, каждая деталь, выстроенные в это время, станут основой, по сути, вашей будущей империи. И это как заложить вот прочный фундамент. То есть и кирпичик за кирпичиком выстраивать новый дом, выстраивать свою империю, выстраивать свой бизнес. И также 11-й дом у нас отвечает за доходы. То есть Сатурн, конечно, не обещает, что деньги прям польются рекой, но если вы будете работать упорно, честно, терпеливо, конечно же, результаты себя не заставят ждать. И если в это время кто-то рассчитывал, например, на премию, она может оказаться немножко меньше, чем вы ожидали, или вот для ее получения вам все-таки придется вкалывать на полную, как папа Карло. И просто вот за красивые глаза или за то, что вы такой вот классный, вам платить не будут. А если вы все-таки предприниматель, то могут происходить задержки с оплатами от клиентов, либо суммы могут быть скромнее, чем вы на то рассчитывали. И, конечно же, в этот период важно все-таки правильно и грамотно распоряжаться своими финансами, чтобы дебет с кредитом у вас ходился, каждая копейка была учтена, все было посчитано. То есть траты все должны быть спланированы там, на месяц, на 2, на 3 вперед. И также я хочу отметить, что Сатурн — это управитель 10-го дома в 11-м. И, конечно же, он любит тех, кто готов работать на результат. То есть через усиленную трудоспособность, дисциплину, демонстрацию своего профессионализма, вот вы можете тогда подняться на новый карьерный уровень. То есть, например, вы можете получить какую-то новую должность, либо, скажем так, обосноваться в кресле начальника, либо в кресле министра. И, к слову, поддержка вышестоящих людей тоже возможно в этот период, то есть ваш труд и заметят, и оценят по достоинству. А также Сатурн у вас аспектирует 1-й дом гороскопа и, по сути, как бы намекает немножко: держите себя в ежовых рукавицах.
Вы, возможно, уже начали строже относиться не только к работе, но и к себе, к своему поведению, стали относиться с таким более прагматичным подходом к жизни и будете спрашивать вот по заслугам не только с себя, но и с окружающих, да, за их дела и за их поступки. И кроме того, в этот период важно обратить внимание на свое здоровье в том числе, потому что у вас дополнительно идет и кету по 6-му дому, и он, соответственно, обещает, что могут быть какие-то проблемы там с суставами, зубами, либо обострение каких-то хронических заболеваний. Но вы же не хотите, чтобы ваши будни были омрачены походами к врачу, правда? И также для тех, кто еще, по сути, не стал родителем в 2024 году, то у вас еще есть шанс до апреля 2025 года. А те, у кого уже появился ребенок, конечно же, стоит быть к тому, что дети могут потребовать больше времени, терпения и ответственности с вашей стороны. То есть тут Сатурн, по сути, напоминает, что воспитание — это тоже не только про игры с детьми, это про фундаментальные ценности, которые должны быть усвоены. И вот как результат в вашей жизни, конечно же, Сатурн будет урезать вот количество развлечений, и вместо шумных вечеринок, какого-то отдыха, все-таки необходимо будет сосредоточиться и на воспитании детей, и на каких-то делах. То есть вот в какой-то степени все придется делать по расписанию и не шалить. А вот с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн уже переходит в 12-й дом вашего гороскопа. И 12-й дом — это, по сути, как бы про отстранение от суеты, про глубокий самоанализ, про духовный рост. И в итоге мы с вами имеем, то есть период жизни, когда жизнь мягко или даже не очень мягко намекает вам, что замедлись, оглянись, посмотри на себя со стороны. И Сатурн вот здесь вот будет заставлять вас оглянуться немножко назад, посмотреть на свою жизнь под другим углом, проанализировать свой предыдущий опыт и к чему он вас по итогу привел, а куда вы по факту шли. И, возможно, да, кому-то из вас придется поработать над своими ошибками, поискать какие-то новые смыслы в себе. И если не сделать это самостоятельно, то, конечно же, Сатурн возьмет инициативу в свои руки, и это может быть достаточно жестко. А 12-й дом — это у нас еще про умиротворение, занятия духовными практиками, про такой духовный рост личности. И вполне возможно, что кто-то из вас начнет медитировать на постоянной основе, займется йогой, либо начнет изучать психологию, философию, какие-то другие оккультные эзотерические науки. Кто-то отправится, например, в путешествие с духовной целью. Это может быть ретрит, паломничество, либо какая-то иная поездка там, с посещением каких-то монастырей, храмов, либо это просто может быть поездка за границу для перезагрузки, чтобы просто побыть в одиночестве, поискать какие-то новые смыслы и вот таким образом перегрузиться. Давайте поговорим еще про плюсы такого положения, потому что на самом деле при таком положении можно очень хорошо развить свою интуицию. И на самом деле этот период, он помогает глубже чувствовать и себя, и мир вокруг нас. Плюс 12-й дом — это все-таки про благотворительность, про помощь слабым, про помощь беззащитным и нуждающимся. И, собственно, вот помогая другим людям, вы тоже можете прорабатывать таким образом энергию Сатурна, направлять ее в плюс, гармонизировать таким образом свою жизнь. И если вдруг вас попросят о какой-то помощи, то, конечно же, не отказывайте, иначе ваше равнодушие потом вот как урок будет весьма болезненным. В целом, если вы добровольно и правильно понимаете вот те задачи, которые ставит перед вами Сатурн, то в жизни у вас все будет спокойно и гармонично. Но если, по сути, с вами происходит вот что-то неприятное, то есть, например, произойдет болезнь, травма, какие-то потери, то есть это все тоже может происходить, тогда это является для вас звоночком, чтобы задуматься и попытаться понять, а что вы делали неправильно, то есть где вы допустили ошибку и как вы ее можете исправить. В чем заключается вот этот урок? Потому что, по сути,
Ну, как бы вынужденное заключение, изоляция, она тоже бывает разных видов, да, и очень важно, чтобы в этот период никакого криминала не было. То есть честны перед собой, честны перед окружающими, честны перед законом. И в какой-то степени, да, это для вас будет период ограничений, но если подойти вот к этому периоду ограничений с мудростью, то он однозначно откроет двери к духовному росту, гармонии, внутреннему балансу, уверенности в себе и так далее. И также стоит отметить, что Сатурн у нас является управителем вот 10 и 11 дома в 12. И с одной стороны, у вас продолжается как бы тенденция прошлого периода, что со своими друзьями, там, братьями, сестрами вы можете общаться меньше. Да, и в целом вот в вашей жизни останутся действительно только те люди, с которыми ваши смыслы, ценности, интересы совпадают. Плюс ваше общение может также преимущественно перейти в онлайн-формат. И вот вы уже общаетесь, скажем так, не в кафе за чашкой кофе, а в каком-то мессенджере по видеосвязи со своими друзьями, единомышленниками из других стран, да. Среди близких людей тоже могут появляться те, кто оказывает вам помощь или какую-то поддержку и, скажем так, поддерживает немножко из-за кулис в решении каких-то там сложных вопросов, либо вытаскивает вас из каких-то сложных ситуаций, не требуя ничего взамен. Вы также можете действовать, по сути, и в ответ по отношению к своим друзьям. Плюс вы можете состоять в каких-то группах, которые занимаются благотворительностью, либо которые практикуют йоги, там, медитации, изучают вот эти духовные эзотерические направления. Также и ваша работа, и материальные доходы, они могут каким-то образом быть связаны за границей, либо связаны с онлайном. Да? И у кого-то из вас вот средства, они могут даже храниться на каких-то зарубежных счетах, вы там специально откроете там, банковский счет и так далее. Либо вы можете получать доходы из-за границы, работать с иностранными клиентами, с иностранными компаниями, либо на каких-то вот платформах иностранных. Но тут Сатурн, по сути, сразу добавляет свое «но», потому что есть склонность немного сливать деньги у вас, да, то есть тратить их на что-то, то, что вам, может быть, нравится, но Сатурн не любит пустых трат и вот каких-то махинаций. И в идеале вот эти средства лучше направить все-таки на благотворительность, либо на помощь нуждающимся, либо там на пожертвование храмам, то есть тратить деньги на что-то духовное, либо на какую-то полезную помощь для других. Дополнительно Сатурн будет учить вас вдумчиво подходить к реализации своих желаний и получению вот каких-то удовольствий от жизни. То есть это не значит, что вам придется прям отказаться от всех радостей жизни, но удовольствие вот это, оно должно быть заслуженным и осознанным, да, то есть не схваченным на бегу, скажем так. И если вы хотите исполнить свою мечту, то хватит летать в облаках. То есть садись, бери бумагу, ручку, начинай планировать каждый шаг. То есть вот в этот период придется усердно работать, стратегически планировать все свои действия, считать вот свои ресурсы, время, энергию, деньги, да, и вот учитывать какие-то все нюансы и терпеливо идти к своей цели. То есть здесь, по сути, не получится действовать наобум, и как бы по ходу дела менять решение, как в лотерее. Все должно быть спланировано. И к тому же Сатурн у вас дополнительно аспектирует второй дом гороскопа, и он как бы ставит перед вами задачу научиться правильно управлять своими финансами. И так, чтобы не только выживать, но и двигаться вперед и зарабатывать. И его влияние в том числе может проявляться в виде задержек и доходов, либо в том, что деньги будут застревать где-то там в пути на каких-то иностранных счетах. И вот в какой-то степени можно даже сказать, что вы получаете меньше денег, чем того заслуживаете, либо вы получаете меньше денег просто потому, что вы будете либо как-то помогать людям бесплатно, например, либо бесплатно выполнять там свою работу, чтобы набить руку, да, получить какой-то опыт. Ну и, соответственно, ваша оплата будет либо низкая, либо ее вообще может не быть, и вы вот в свою кубышку ничего не отложите. И вот чтобы отложить и накопить на какую-то там свою мечту, либо на какие-то базовые даже потребности, вам все-таки надо выработать какую-то четкую финансовую стратегию, финансовое планирование, вообще пересмотреть свой подход к управлению своими денежными средствами, завести, опять же, таблицы, там, Excel, блокноты, либо установить какие-то специализированные
приложение, где вы будете вести вот учет и приходов, и расходов, делать это планирование и так далее. То есть тут вот на самом деле очень важно в том числе поработать с финансовой грамотностью и научиться правильно управлять своим бюджетом и четко понимать, сколько вы планируете и заработать, и сколько и на что вы должны потратить, да, и сколько по итогу вы вообще откладываете, скажем так, на черный день, либо на реализацию какой-то своей заветной цели и так далее. То есть, как я и говорила, Сатурн у нас не про спонтанные покупки, он обожает дисциплину, он обожает планирование, долгосрочные планы. То есть, как говорится, копейка рубль бережет. Да, и поэтому будьте однозначно готовы взять в руки калькулятор и просчитывать все наперед. Но финансы — это не только половина истории. Сатурн также будет поднимать, по сути, вопросы вашей родительской семьи. И вот какие-то важные события будут происходить в жизни родителей. Я бы даже, глядя на этот гороскоп, я бы даже сказала, что именно в жизни отца и в целом в жизни ваших каких-то родственников. У кого-то из вас может возникнуть желание, там, например, восстановить связь с родственником, с которым вы давно не общались, да, и кто-то вот внезапно появится в вашей жизни и напомнит о себе. Кто-то, напротив, может, скажем так, замечать, что вот времени на общение с близкими стало мало, и вам очень сложно найти вот этот баланс между семьей и своими делами. Также Сатурн у вас аспектирует 6-й дом гороскопа. Это дом долгов, врагов, болезней. И тут он, по сути, рекомендует обратить внимание на свое здоровье в первую очередь. Да, кому-то достаточно будет пройти какое-то плановое обследование, а у кого-то из вас вот все-таки появятся вот эти симптомы хронических заболеваний, либо какие-то обострения, которые требуют медикаментозного вмешательства. И по сути, если, скажем так, игнорировать этот вопрос, да, игнорировать подсказки своего организма, то возможно временная изоляция в учреждениях медицинского типа, собственно, о которой вот мы говорим с вами в контексте 12-го дома. Также 6-й дом — это про ежедневные рутинные дела, и тут также важно вот поддерживать какой-то порядок дома, порядок в делах, чтобы у каждой вещи было свое место, чтобы все вот прям было разложено по полочкам, все дела делались по расписанию. И Сатурн, он, по сути, указывает, что вот этих рутинных дел и забот у вас может быть очень и очень много, и, по сути, захочется даже сбежать в какой-то момент на необитаемый остров, чтобы вот все от вас отстали. Но помните, хаос — это враг прогресса, да, поэтому Сатурн, он будет учить вас какой-то дисциплине. И также у кого-то в жизни могут происходить в том числе и похуже ситуации, например, там судебные разбирательства, конфликты на работе, споры, например, с государственными органами, либо с какими-то другими организациями. И здесь Сатурн готовит для вас экзамен на способность вот отстаивать свои права, защищать себя, защищать свои личные границы, свои интересы, свою правду. И делать это надо настолько вот четко, структурно, логично, обоснованно, без эмоций, то есть строго по делу, а не обо всем и ни о чем с каким-то там философским подтекстом, просто кто громче кричит. То есть вот Сатурн, он любит, когда вы погружаетесь, скажем так, в глубину проблемы, изучаете детали, анализируете их, начинаете копать для того, чтобы вот прям разрешить тот либо иной вопрос, изучая прям все до деталей, держа фокус внимания, не просто на картинке целиком, а именно по деталям. И тут важно не торопиться, потому что, девиз Сатурна: 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. И Сатурн, он очень любит трудолюбие, ответственность, но не стоит все-таки забывать вот в этом балансе между работой и отдыхом. То есть надо соблюдать и режим дня, режим ночи, график, расписание, иначе все это приведет к стрессу, к выгоранию и вынужденной изоляции. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям.
Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. И сейчас мы с вами переходим к разбору положения Юпитера, то есть вот эта планета, которая в нашем гороскопе приносит удачу, рост, расширение, благосостояние. И до 14 мая 2025 года у Овнов Юпитер находится во втором доме гороскопа. Это дом материальных и нематериальных ресурсов. И в это время предстоит не просто управлять своими ресурсами, но, как мы уже и говорили, переосмыслить подход к их использованию. То есть второй дом у нас это не только про деньги, но и про ваше время, про вашу энергию, здоровье в том числе, правильное питание. Так что Юпитер, он, мягко говоря, тоже намекает, пора навести порядок в своем распорядке дня, в питании, в образе жизни. И если кто-то из вас любит, например, фастфуд, либо частенько позволяет себе что-то лишнее, любит покушать, то, конечно же, время пересмотреть свои привычки. Иначе велик риск вот этого расширения. Причем не только вот финансов, но и в талии. И также это хорошее время отказаться от какого-либо рода интоксикаций, типа алкоголя, курения, ну и посложнее, что может быть. И Юпитер все-таки как планета удачи, роста открывает вот именно перспективы для увеличения доходов. То есть это отличное время для того, чтобы вот пока до 14 мая откладывать свои деньги, накапливать ресурсы для дальнейшего развития и процветания. То есть вот Юпитер, он в знаке Тельца, он нам указывает, что даже, собственно, благодаря деньгам, которые вот будут к вам приходить, вы можете пока еще формировать подушку безопасности. То есть главное помнить, что никаких спонтанных и эмоциональных трат и покупок в вашей жизни быть не должно. То есть ваша задача все-таки, там еще подключится у нас Сатурн, это учет, контроль и стратегический подход ко всем своим финансам. К тому же Юпитер у вас аспектирует 8-й дом гороскопа, значит деньги будут приходить абсолютно из разных источников, и могут от супруга приходить, и от клиентов, либо в вашей жизни могут появиться какие-то неожиданные спонсоры, третьи лица, которые просто могут поддержать вас материально. И не забываем, что Юпитер все-таки управляет вашим 12-м домом гороскопа, и значит деньги могут приходить в иностранной валюте, то есть из-за границы, либо это будут даже какие-то тайные деньги, незадекларированные деньги, да, и вот как вариант могут быть в том числе доходы от фриланса, от пожертвований, от какой-то благотворительности, либо от психологической, астрологической помощи другим людям, либо это могут быть какие-то вот государственные платежи, например, по беременности и так далее. И вот ключевой момент здесь, чем шире ваш взгляд на мир, тем больше у вас возможностей появляется. И также Юпитер аспектирует 10-й дом гороскопа, и с одной стороны нам это говорит о том, что вы будете каким-то образом менять свой статус, либо профессионально реализовываться. Да, и вам действительно очень важно как-то проявить себя вот в новом статусе, проявить себя на публике, получить в том числе социальный статус, либо какую-то профессиональную должность, либо зарекомендовать себя вот как эксперта, выйти на новый уровень своей деятельности, чтобы вас заметили, вас похвалили, и вот таким образом, каким-то образом ваше влияние расширилось. И, возможно, у кого-то из вас вот социальный статус, он уже мог поменяться во второй половине 2024 года. Например, когда кто-то из вас уже сменил работу, сменил, например, свое резидентство, заключил брак, либо получил статус родителя. И кто-то из вас может записать собственные курсы, проводить тренинги, либо какую-то консультационную деятельность и использовать силу своего голоса для привлечения новых клиентов. Потому что все-таки Юпитер во втором доме, он намекает, что именно через речь, через голос, через свое ораторское мастерство вы как бы можете расширить свое влияние и вот каким-то образом влиять на других людей. Но Юпитер у нас это не только о финансах, он еще также и поднимает вопрос по семейным ценностям. И вы, пока вот первую половину 2025 года вы можете больше времени уделять своим родителям, помогать им там по дому, поддерживать какие-то сложные моменты. А во второй половине 2025 года этого уже не будет. И также у ваших родителей могут
подниматься какие-то вопросы, которые требуют вашего участия, и это могут быть как вопросы по здоровью, так и бытовые дела. Затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер будет находиться в третьем доме вашего гороскопа. И в первую очередь это сфера ваших хобби, увлечений, которыми вы будете активно заниматься и которые будете активно развивать. То есть это может быть вообще все, что угодно. От посещения каких-то мастер-классов до участия в каких-то там клубах по интересам, в нетворкингах. Потому что третий дом — это не только зона ваших каких-то там увлечений и хобби, но это в целом пространство для общения. Это сфера коммуникации, где вы коммуницируете с другими людьми. И придется чаще выходить в люди, знакомиться, общаться, заводить какие-то новые полезные связи, находить клиентов. И к тому же Юпитер у вас дополнительно дает аспект на 7-й дом гороскопа. Поэтому однозначно в вашей жизни появляются новые люди, новое окружение, новые знакомства, которые могут перерасти либо в дружбу, либо в деловые отношения или даже совместное сотрудничество. И вот, возможно, даже кто-то вам предложит какую-то интересную коллаборацию, либо какую-то новую работу, либо совместное партнерство в бизнесе. А если вы работаете с клиентами, то, конечно же, готовьтесь к росту их числа, потому что Юпитер у нас любит расширять масштабы, и, собственно, клиентская база, конечно же, должна расти как на дрожжах. Кроме того, третий дом у нас, конечно же, связан с медиа, СМИ, с какими-то социальными сетями, площадками, поэтому у вас тоже может появиться желание, чтобы начать вести как-то блог, активнее проявляться вот в этом медиапространстве, писать статьи, либо давать интервью. А может, вот вы решите, например, освоить какой-то иностранный язык просто ради удовольствия, либо в преддверии какой-то поездки за границу, например, потому что все-таки с таким положением также не исключены командировки, передвижения и вот разного рода суета и перемещения. И это могут быть как короткие поездки, например, там за город с друзьями, либо там в соседний город на проект какой-то, на выступление, да, либо по другим делам. Но также могут быть и более дальние путешествия в вашей жизни, например, там отпуск, либо какие-то заграничные командировки. Также Юпитер указывает, что в вашей жизни могут появиться новые учителя, новые наставники, причем как в прямом, так и в переносном смысле. И кто-то из вас, например, захочет пройти обучение по улучшению своих профессиональных навыков, либо по улучшению своих навыков в рамках какого-то хобби. Также вашими учителями могут стать вот различные эксперты, либо советники, юристы, налоговые консультанты, к мнению которых вы начнете прислушиваться и которые будут вам помогать в решении вот каких-то определенных задач, в решении каких-то вопросов и проблем. И вот эти люди вам в том числе могут передавать свои знания, свой опыт, каким-то образом могут повышать вашу экспертность в том числе, да, помогая стать вот таким осведомленным в вопросах, которые напрямую как бы вас не касаются, но необходимо быть в курсе. Ну, например, если вы предприниматель и так далее. И возможно, у кого-то из вас это будет просто новый начальник, который тоже окажется своего рода для вас учителем и будет передавать какие-то новые профессиональные знания, что-то вы будете новое с ним придумывать и искать пути решения в рамках профессиональной области. Ну и, собственно, для тех, кто развивает вот свой проект, свой бизнес, такими учителями тоже могут стать какие-то посредники, переводчики, советники, либо другие профессионалы, которые будут помогать вам двигаться вперед. Также такое положение может указывать еще на взаимодействие с органами власти, либо с какими-то государственными органами по оформлению каких-то документов. Например, кто-то из вас может оформлять визы для заграничных поездок, кто-то может оформлять документы по регистрации бизнеса, либо другие документы, официальные бумаги, и чтобы соблюсти законодательство, например. И 9-й дом гороскопа — это в том числе еще и сфера нашего отца. И ваш отец, он тоже может оказывать вам либо помощь, либо поддержку в ваших делах. И может кто-то из вас даже начнет там совместный проект или бизнес с отцом. Это тоже не исключено. Но в любом случае для вашего отца это тоже может быть благоприятный период. Так что можете порадовать отца, и какие-то плюшки он однозначно получит.
И также Юпитер аспектирует 11-й дом гороскопа, который отвечает за братьев, сестер, друзей, какие-то коллективные проекты. И значит тоже, вот в жизни ваших братьев и сестер, если они есть, будут происходить какие-то важные события, которые также не пройдут мимо нас, мимо вас, и, соответственно, вам придется в них поучаствовать. И это также могут быть и благоприятные тенденции, то есть у кого-то может быть рождение детей, брак, новая должность, развитие своего бизнеса, там, финансовые достижения новые и так далее. И, возможно, у кого-то тоже из вас родятся младшие братья и сестры. Это могут быть и двоюродные братья и сестры, если для вас актуально. И также кто-то из вас может создать собственный бизнес в сотрудничестве со своими братьями, сестрами, либо со своими друзьями. Ну и как-то скооперироваться. То есть это хороший период для масштабирования своих проектов, для получения какой-то финансовой выгоды от своих проектов, и для предпринимателей и тех, кто только хочет запустить что-то свое, это на самом деле идеальный период, потому что все-таки 11-й дом у нас связан с масштабированием, с какими-то новыми источниками дохода, с признанием, и если вы даже работаете по найму, то однозначно вас заметят, будьте готовы к похвале, признанию, повышению, каким-то премиям, наградам, подаркам со стороны своего работодателя, да, и вот в рамках профессиональной деятельности. Либо вы даже можете выиграть где-то в лотерею, либо неожиданно вот получить от кого-то подарки, потому что все-таки 11-й дом — это про исполнение желаний, и, конечно же, Вселенная однозначно будет подкидывать вам возможности, чтобы ваши желания исполнялись. И еще хочу отметить, что Юпитер у нас аспектирует 7-й дом гороскопа, и вот в этот период, конечно же, не обойдет стороной вашу и личную жизнь, и партнерство в рамках бизнеса, и, соответственно, на 7-й дом есть еще дополнительный аспект Раху, поэтому в целом можно сказать, что будет много знакомств, много каких-то новых контактов, причем это могут быть иностранные контакты. Кто-то из вас может вступить в серьезные долгосрочные отношения, кто-то, наоборот, может, например, какие-то отношения завершить и поставить жирную точку. Но все это будет уже во второй половине года. В первой половине года можно расслабиться. И еще такой маленький кусочек, промежуток времени есть у нас с 18 октября по 5 декабря 2025 года Юпитер будет находиться в 4-м доме вашего гороскопа. И здесь вот в центре внимания окажется тема дома, недвижимости, места жительства. Учитывая, что Юпитер управляет у вас все-таки домами поездок, да, то самое яркое событие, которое стоит ожидать в этот период, это, конечно же, какая-то поездка, причем, возможно, куда-то за границу, либо на более такое далекое расстояние, чем вы обычно привыкли ездить. Либо это может быть пребывание в каком-то другом месте, не там, где вы проживаете, какое-то вот другое место, на какое-то вот более длительное время. То есть не на 2-3 дня, да, а вот, например, вы можете переехать на несколько недель. Может, санаторий, может, больница, кто знает. И 4-й дом у нас связан также не только с жильем, но и с нашей семьей. И вы можете начать меньше времени проводить со своими близкими, бывать дома, потому что вот Юпитер, он все-таки аспектирует у вас 10-й дом гороскопа, и вот тем самым дает перемены именно в сферу карьеры, социального статуса. И вот как раз-таки, возможно, даже ваш переезд, такой небольшой, либо поездки, они будут связаны с рабочими вопросами, либо кто-то на самом деле может переехать в другое место жительства, либо даже оформлять какие-то миграционные документы, либо иного рода документы, чтобы получить вот этот новый социальный статус, и как-то легализоваться. И также 4-й дом — это про наше внутреннее состояние, про нашу внутреннюю опору. И на самом деле это очень благоприятный период, чтобы поработать над своим психоэмоциональным состоянием, над своими взглядами на жизнь в том числе. И, возможно, вот кого-то из вас заинтересует психология, эзотерика, астрология, либо какие-то другие практики, направленные именно на восстановление ментального здоровья человека. Плюс Юпитер дополнительно, конечно же, аспектирует 8-й дом гороскопа. Это дом тайн, каких-то таких глубоких психологических знаний. И это отличное время для самоанализа, для изучения новых практик или для прохождения какой-то терапии.
И также 8-й дом у нас это про чужие деньги, и, конечно же, Юпитер здесь открывает новые возможности для вас именно в финансовой сфере. И заработки могут быть с помощью иностранцев, либо вы можете привлекать какие-то инвестиции, либо можете вкладывать свои деньги в какие-то вот перспективные проекты, либо можете получать страховые выплаты, наследство, да, причем вот этот Юпитер, он как бы намекает, что суммы могут быть даже весьма внушительными, и, возможно, даже вот этой суммы, а может и муж ее заработает, но этой суммы однозначно должно хватить вам на покупку новой недвижимости даже. Но надо понимать, что все-таки транзит Юпитера в Раке, вот этот, он очень коротенький, поэтому не у всех сполна реализуются вот эти обещания. У кого-то это может проиграться просто как подготовительный этап вот к тем событиям, которые я перечислила, и полноценно мы уже вернемся вот к этому прогнозу уже в 2026-2027 годах. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь? Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. А мы с вами идем далее и рассмотрим положение Раху и Кету в вашем гороскопе, да, потому что Раху и Кета — это такие важные, очень кармические точки в нашем гороскопе, и они действительно оказывают очень сильное влияние на нашу жизнь и в какой-то степени проверяют, насколько качественно мы выполняем наши кармические задачи. И вот получается, что до 29 мая Раху находится у вас в 12 доме гороскопа, Кету, соответственно, находится в 6 доме гороскопа. И давайте начнем с обсуждения положения Кету, потому что это та сфера, в которой вам надо было навести порядок, расставить все точки над «и», разложить все по полочкам. И вот 6 дом гороскопа — это как раз-таки наши долги, враги, болезни, какой-то тяжелый рутинный труд, либо служение другим людям. И, собственно, перед вами основные задачи на этот период, то есть еще до мая 2025 года, они сохраняются. Вам надо разобраться со своими долгами, погасить кредиты, если они есть, привести в порядок свои финансы. Если же вы ощущаете нехватку средств, тогда, конечно же, важно проанализировать все свои траты, свести дебет и кредит, оптимизировать бюджет, найти новые источники дохода и так далее. И, кроме того, действительно стоит заняться своими делами на работе, то есть как-то урегулировать отношения с коллегами, с другими людьми, завершить, возможно, какие-то споры, разногласия, конфликты, если они имеются в вашей жизни. И, собственно, держитесь подальше от вот этих офисных интриг. То есть здесь на самом деле важно научиться правильно устанавливать личные границы и наладить какие-то рабочие бизнес-процессы. И еще обратите внимание на свое здоровье, пересмотрите свое питание, добавьте физическую активность, организуйте режим дня и, в общем, возьмите курс на правильный образ жизни. А вот по Раху в 12 доме, конечно же, можно сказать так, что перед вами появляется возможность, чтобы расширить вот свое мировоззрение, посмотреть, опять же, на свою жизнь под другим углом. Вам эта тема может быть интересна, да? И вот вам, как бы, по сути, надо понять, а на что вы тратите свое время и энергию, как бы расставить приоритеты. И, собственно, вот этот период, он требует от вас терпения, усилий. Да, возможно, какие-то стрессы. Ну, и если вы чувствуете, что справляться с чем-то вам сложно, конечно же, не стесняйтесь обращаться за поддержкой либо к психологу и к другим помогающим практикам, либо к другим людям, которые окажут для вас поддержку. То есть можно для успокоения своего ума там заняться йогой, медитацией, и действительно это время отлично подходит для расширения своих взглядов, для расширения мировоззрения, изучения каких-то новых культур, подходов, знаний, которые вот пригодятся вам как в карьере, так и в повседневной жизни.
Но стоит отметить, что у кого-то из вас также может произойти смена места жительства. И если она еще не произошла, да, и могут также быть в вашей жизни какие-то поездки, дальние поездки, либо приобретение движимого и недвижимого имущества. И также могут подниматься вот вопросы с мамой, с ее здоровьем, и вы в том числе сами можете оказаться в каких-то медицинских учреждениях, либо вы там уже побывали в 2024 году, да, у каждого могла быть своя ситуация. И также не исключены какие-то неожиданные ситуации, которые будут вызывать у вас стресс, которые заставляют вас немножечко уйти в себя, уединиться, абстрагироваться от окружающего мира и задуматься о смысле жизни. Плюс Раху в том числе может давать какие-то дополнительные, либо скрытые нелегальные заработки. И вот, например, ваш супруг может зарабатывать, либо это приходы будут от заграницы, от иностранных клиентов, от иностранных партнеров. Но затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху будет находиться уже в 11 доме гороскопа, а Кету в 5 доме гороскопа. И давайте начнем разбор расположения Кету, да, который стоит в 5 доме. 5 дом — это прежде всего творчество, обучение, приобретение каких-то новых навыков. И здесь вот основная задача состоит в том, чтобы вы могли как-то систематизировать свои знания, умения. То есть они должны не просто лежать у вас мертвым грузом, а давать какие-то конкретные результаты на практике. То есть с помощью них вы должны себя продемонстрировать. И для кого-то это время может стать новым стартом в творческом мире, либо кто-то из вас может запустить какой-то свой проект. Причем эти проекты, они могут быть связаны как бы и с интеллектуальной собственностью, и с искусственным интеллектом и так далее. И Кету в любом случае поможет вам заявить о себе, показать свою уникальность, показать свою индивидуальность. То есть быть не как все, а действительно показать собственное «я». Но будьте аккуратны, чтобы не зазвездиться и как результат не получить лишний раз по шапке за свое эго. Да, то есть от эго надо отказаться и делать пользу другим. И кроме того, 5 дом — это сфера детей, и в этот период вы тоже можете заметить, что уделяете им меньше внимания, меньше времени, они становятся предоставленными сами себе. Но здесь тоже важно включиться и помочь им организовать правильно распорядок дня, организовать пространство, установить какие-то четкие правила и сделать что-то для того, чтобы ваши дети вас действительно радовали и достигали поставленных перед ними целей и задач. И, кстати, кому-то этот транзит, он тоже может принести новость о беременности, да, что тоже как бы символично для 5 дома. А новый опыт, который у нас идет по Раху, ждет вас в сфере 11 дома. То есть, Сатурн с Раху у нас поменялись местами, но тем не менее, это тоже у нас дом наград, дом достижений, общественного признания. И ваши, собственно, знания, проекты могут стать, скажем так, пропуском в мир новых возможностей. То есть вам захочется больше знакомств, больше проявляться. Это могут быть знакомства с влиятельными людьми, либо вы можете создавать и вступать в какие-то сообщества с единомышленниками, которые к тому же мыслят как-то креативно, нестандартно. То есть вы можете обрести даже популярность в профессиональных кругах, на медиаплощадках, в социальных сетях, получить какую-то награду, какое-то достижение, славу, похвалу. То есть это в том числе 11 дом, сфера дополнительных заработков, премий, поэтому вполне возможно, что кому-то из вас могут повысить зарплату на работе, выписать какую-то премию именно за вашу креативность, нестандартный подход к выполнению задач, либо вам могут подарить разного рода подарки, признания. Кто-то может в том числе задуматься о старте предпринимательской деятельности, потому что все-таки 11 дом, он благоволит тем, кто хочет монетизировать свои таланты и дает шанс запустить бизнес, который может стать как основным источником дохода, так и дополнительным источником дохода. И в целом, благодаря этому транзиту, вы тоже начнете уже чаще выходить в свет, вести какие-то социальные сети, находиться
в кругу людей, которые будут вашими единомышленниками, вашими коллегами. И в целом это очень хороший период для новых знакомств и посещения каких-то массовых мероприятий. И к тому же Раху дает у нас аспект на третий дом гороскопа и открывает вот этот коридор для самовыражения, то есть писательство, ведение блога, развитие каких-то социальных сетей, публикации в СМИ, там, на каких-то сайтах и так далее. Все вот это станет вам очень интересно, и вы будете развиваться в том числе вот в этих направлениях. Возможно, кто-то из вас станет частым гостем на каких-то мероприятиях, нетворкингов, где можно вот укрепить тоже свои связи, найти новые контакты, вдохновиться новыми идеями, новыми проектами. И также Раху дает аспект на 7-й дом и обращает внимание, опять же, на сферу партнерства. То есть еще раз, уже который раз я повторю, что это новые знакомства, расширение круга общения, знакомство с иностранцами, обязательно с иностранцами, либо новые контакты в онлайн-среде. Но тут все-таки важно помнить такую мудрость, что не все то золото, что блестит. Да? Поэтому как бы старайтесь не терять голову и трезво оценивать людей и их поступки. И также кто-то из овнов может ожидать в целом перемены в личной жизни, кому это актуально и важно. Кому-то из вас этот транзит принесет новые романтические отношения, кому-то он принесет свадьбу, кому-то принесет изменение семейного статуса. У кого-то в отношениях, кто в отношениях, может проиграться так, что партнер уезжает, например, за границу на какое-то длительное время, может даже. И в целом имеется вот такое какое-то иностранное влияние на сферу партнерства, но у каждого оно будет, конечно же, свое. И давайте теперь мы с вами перейдем к рассмотрению ретроградности. То есть это у нас такое загадочное и кого-то даже порой пугающее явление, которое очень часто у нас обсуждают в астрологических кругах. Я думаю, что вы на самом деле все знаете, либо как минимум слышали про такое понятие, как ретроградный Меркурий, да, который, по сути, чуть ли вызывает не массовую панику. Вот. Но на самом деле другие планеты у нас тоже периодически являются ретроградными, но они почему-то не настолько популярны и не настолько освещены в социальных сетях, как именно ретроградный Меркурий. Что такое ретроградность? То есть, если говорить простым языком, то это период, когда энергия планеты, она словно замедляется, она становится более вот сосредоточенной на себе, на каких-то вот делах, на каком-то прошлом опыте, да, и надо оглянуться назад, пересмотреть вот этот пройденный опыт и исправить ошибки, если они были допущены. То есть ретроградные планеты, они помогают нам вернуться вот к старым задачам и навести там порядок. И вот сейчас на слайде вы, собственно, видите периоды ретроградности Сатурна и Юпитера. И вот, собственно, в эти даты они будут тормозить именно все те процессы по тем темам, которые мы с вами уже обсудили в этом видео, да, когда составляли с вами прогноз по вот этим планетам. То есть я это все озвучивала. И, собственно, ретроградный Сатурн, он заставляет нас переоценить обязательства и переоценить какие-то структуры, подходы. То есть он вот как строгий учитель, который проверяет домашнее задание и, по сути, подчеркивает ошибки, где что надо исправить, и тыкает вас туда носом. И он как бы заставляет нас, в том числе, посмотреть своим страхом в лицо, исправить то, что вы давно боялись, либо сделать то, что вы боялись. И также Сатурн учит нас быть очень терпеливыми, выносливыми и правильно давать вот, оценку своему пути, своим ресурсам, времени для достижения своих целей. А ретроградный Юпитер, в свою очередь, это немножечко другая энергия. И если Сатурн нас корректирует у нас вот какие-то процессы, действия, стратегии, планы, то Юпитер, он все-таки заставляет на внутреннем уровне, скажем так, посмотреть на свои цели, убеждения, какие-то принципы, какие-то ценности. То есть он словно философ, который задает нам вопросы: а зачем ты вообще это делаешь? А какие смыслы стоят вот за твоими вот этими действиями, за вот этими целями, за вот этими результатами? И вам придется найти ответы на эти вопросы, чтобы, по сути, ваши цели, ваши желания обрели новый смысл. Либо вы по итогу вот отказались от каких-то этих идей и ненужных проектов. И также вы видите на слайде
период ретроградности Марса, мы его как раз-таки сейчас и проживаем, то есть это время, когда на самом деле стоит немножко замедлиться, задуматься о том, как вы тратите свою энергию, куда вы ее направляете. То есть Марс, он в нашем гороскопе отвечает за действие, инициативу, борьбу, но в период ретроградности, скажем так, его огонь все-таки угасает. И вы можете почувствовать, что вам на самом деле дается сложнее двигаться вперед, потому что возникают какие-то задержки, конфликты и препятствия. И вот это время на самом деле оно подходит для того, чтобы ответить себе на вопросы, а почему мы вот это делаем, а почему мы делаем это именно таким образом, да, то есть куда все-таки лучше и правильнее направить энергию. И также вы видите на слайде период ретроградной Венеры. Ретроградная Венера на самом деле у нас что? Затрагивает темы любви, красоты, нашего материального благополучия. И она в свой период ретроградности как будто ставит любовь и финансы на паузу, да, и заставляет нас тоже задуматься, что нам важно в отношениях, какими мы видим наши отношения, а что не так в них. То есть какие ценности вам нужны, какими вы видите свои идеальные отношения. То есть это время для переоценки, исправления ошибок и даже вот взаимодействия с теми людьми, с которыми у вас остались незакрытые вопросы. То есть это на самом деле тот самый популярный период, когда возвращаются все бывшие. И у кого-то из вас на самом деле даже могут возникнуть старые чувства. Но и тут придется немножко определиться, а все-таки нужны вам эти отношения, нужна ли вам эта интрижка или нет, да? И этот период на самом деле не самый удачный для каких-то новых отношений, потому что они так же быстро закончатся, как и начались. Но зато этот период прекрасен для того, чтобы все-таки разобраться в себе и поработать, укрепить существующие отношения, в которых вы находитесь. И также вы видите на слайде, когда у нас Меркурий будет ретроградным, то есть это самый известный герой ретроградности вообще всея времен, и вот его ретроградность, как правило, наступает 3 раза в год. Мы с вами знаем, что Меркурий у нас отвечает за коммуникацию, информацию, технологии, обмен знаниями. И когда вот он становится у нас ретроградным, да, то естественно, в этих сферах будут возникать сбои, то есть письма теряются, техника у нас выходит из строя, планы наши рушатся, меняются по 1000 раз на день, но это нормально, да, поэтому вот в ретроградный Меркурий как бы рекомендуется по несколько раз перепроверять там свои договоренности, уточнять у людей, правильно ли вы друг друга услышали, поняли. На самом деле 1000 раз даже подумать, а что вы хотите сказать и как вы хотите донести эту идею. Перепроверять документы, которые вы подписываете, куда-то оформляете, отправляете. То есть вот все надо в этот период проверять по 10 раз. Начинать какие-то новые проекты, подписывать документы, путешествовать в ретроградный Меркурий однозначно не рекомендуется, потому что будут сбои. Но в целом, если вы к ним готовы, то нормально. А вот в этот период все-таки надо исправлять старые ошибки, углубляться в свои мысли, в какие-то детали, идеи. Но эту информацию я буду более детально рассматривать все-таки в видео с астропрогнозами на месяц. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не потерять вот эту полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем далее и переходим к теме затмений. Я думаю, вы тоже на просторах интернета уже не раз слышали, как все астрологи страшат вот этими коридорами затмений, но на самом деле как бы бояться их не стоит. В 2025 году у нас с вами будет 2 коридора затмений, то есть одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений у нас ровно 2 недели. И это, по сути, своего рода такая проверочка, экзамен, а в том ли направлении вы двигаетесь, и насколько качественно вы исполняете вот те задачи, которые мы с вами, которые я озвучивала по Раху и Кету. То есть придерживаетесь ли вы вот этих принципов, этих задач, которые вот мы уже обсудили.
И если вы не придерживаетесь, то, конечно же, коридор затмения, он вас немножко будет направлять в это русло и прорабатывать эти тематики. И, например, какими-то внешними обстоятельствами либо намеренно будет что-то отрезать, либо что-то новое привносить в вашу жизнь. То есть коридор затмения, он по сути просто устанавливает вектор и направление нашего движения по жизни, куда надо обратить свое внимание и по каким вопросам надо сделать определенные выводы и там, выработать новые для себя, скажем так, принципы, правила поведения и так далее. И да, в этот период или чуть-чуть позже могут происходить какие-то совсем нежданно-негаданные события, которые могут вызывать у вас переживания, стресс. И это, как правило, время повышенной эмоциональности. То есть может возникать беспокойство вот на психологическом уровне, опять же, потому что какие-то внешние обстоятельства приносят определенные события, на которые все реагируют по-разному. Но вернемся к нашим затмениям 2025 года. Весной коридор затмения открывает именно лунное затмение 14 марта в знаке Льва, закрывает коридор солнечное затмение 29 марта в знаке Рыб. Осенний коридор затмения открывает лунное затмение 7 сентября, но уже в знаке Водолея, а закрывает его солнечное затмение 21 сентября, но уже в знаке Девы. Обязательно пометьте себе вот эти даты, потому что я все-таки не рекомендую планировать что-то важное в эти даты, да, то есть какие-то важные события однозначно планировать не стоит, и важные покупки совершать, какие-то важные поездки совершать в этот период тоже не стоит. Причем возьмите даже диапазон чуть-чуть побольше, 3 дня до и 3 дня после вот этих дат, и старайтесь в этот период держать себя в руках и не поддаваться на провокации от других людей, либо от вот этих каких-то жизненных обстоятельств и стрессов. В этот период вообще, как я сказала, лучше сидеть ниже травы и тише воды, да, поэтому держите себя в руках и обязательно еще раз переслушайте фрагмент, где мы с вами обсуждаем наши задачи по Раху и Кету. И теперь мы с вами переходим к разбору ключевых сфер жизни. Это личная жизнь, здоровье, карьера, статус, деньги. И мы посмотрим с вами, в какие даты конкретно для вашего знака зодиака есть тенденции взлета и благополучия, а в какие даты стоит быть все-таки аккуратными. Я вам сейчас покажу 4 слайда с датами, и если вы хотите сохранить эту информацию, то, конечно же, советую поставить вам либо видео на паузу и записать эти даты, либо сделать скриншот, чтобы эти даты себе как-то зафиксировать, пометить. Но обращаю ваше внимание, что это общие тенденции, да, и у каждого из нас, конечно же, ситуация будет складываться немножко по-разному. То есть вполне возможно, что ваш личный гороскоп, он может либо ослабить влияние вот этих периодов, либо напротив, он может подтвердить вот их неизбежность, и это будут яркие события. Итак, личная жизнь. Вы видите 2 блока. Один из них процветание, то есть это понятное дело, что такие благоприятные периоды, когда на самом деле все идет гладко, отношения вот прям наполняются теплотой, процветают, радость присутствует в отношениях. Для тех, кто находится в поиске второй половинки, конечно же, в такие периоды возможны новые знакомства, которые могут перерасти даже во что-то более серьезное, в какие-то более серьезные отношения. Возможно, кто-то из вас даже в этот период решит сделать предложение, узаконить союз или начать вот строить более такие серьезные отношения с партнером, там вместе жить и так далее. И также это, конечно же, периоды романтики, наслаждений, либо каких-то других важных событий по теме личной жизни. И во втором блоке вы видите даты, когда может происходить какая-то разлука с партнером. Например, вы или ваш партнер может отправиться в какую-то поездку, в командировку, либо в жизни партнера, супруга может произойти какая-то неприятная стрессовая ситуация. И в этот период на самом деле важно проявить заботу и поддержать близкого человека. Поэтому постарайтесь также избегать в эти периоды каких-то конфликтов и не поддавайтесь на провокации, даже если внешние обстоятельства вас к этому будут склонять и будут склонять к выяснению каких-то отношений в паре. Далее мы с вами переходим к теме здоровья. И первое, на что хотелось бы, конечно же, обратить внимание, это период для обследования, проверки состояния своего организма. Здесь указаны достаточно длительные промежутки времени, но это абсолютно не означает, что вот прям все это время, там с первой даты до последней даты, вы будете активно посещать врачей. То есть у каждого это проиграется по-своему.
Кто-то пройдет полный чекап организма в одном месяце или даже там за неделю, кто-то займется этим в другом месяце. И этот период он может указывать на снижение активности в какой-то повседневной жизни, отсутствие энергии, когда все-таки благоприятно сосредоточиться на себе, на своем самочувствии. Далее, лечение. То есть здесь это наиболее вероятные даты, когда у кого-то из вас могут обостриться заболевания и понадобится медикаментозное лечение. Либо вы решите там сами для профилактики как-то пропить курс витаминов и так далее. И эти периоды, конечно же, действительно у нас индивидуальны, но в целом они указывают на необходимость обратить пристальное внимание на свое здоровье. И есть еще один потенциально сложный период, когда возможно какие-то стрессовые ситуации, ухудшение, например, морального состояния здоровья, либо могут происходить какие-то нежданно-негаданные неожиданные события, которые просто могут вас повергнуть в шок, да, и будет стресс. И это может быть что угодно, то есть от эмоциональных переживаний до каких-то внезапных событий, которые требуют немедленного решения и помощи. И здесь также важно быть особенно внимательным к своему самочувствию, постараться подготовиться просто морально хотя бы к этим неожиданностям, насколько это возможно. И теперь давайте перейдем к теме карьеры и нашего статуса. То есть здесь речь идет не только о профессиональной деятельности, но и о социально значимых показателях жизни. То есть, как мы говорили, это может быть оформление каких-то важных документов, получение вида на жительство, гражданства, брака, развода, либо других достижений, которые влияют на ваш статус в обществе. И, соответственно, на слайде у нас отмечены наиболее благоприятные периоды для роста и процветания в этих сферах, да, и если кто-то, собственно, планировал, например, перевестись в другой отдел, там, трудоустроиться на новую работу, попросить повышения, запустить свой бизнес-проект, оформить какие-то важные документы, где-то себя зарегистрировать, то, пожалуйста, действуйте в это время, потому что зеленый коридор открыт, и удача будет вам сопутствовать. А второй раздел — это у нас, скажем так, рост через трудности, либо какие-то напряженные периоды, когда все-таки внешние обстоятельства, либо люди вокруг вас могут вставлять вам палки в колеса. И действительно, в этот период могут происходить своего рода какие-то неожиданности, задержки, конфликты на работе, там кто-то с кем-то будет ругаться, это могут происходить какие-то проверки, либо на вас могут возложить как исполнение дополнительных обязательств в этот период. Кто-то даже может столкнуться с угрозой увольнения, развода, либо могут возникать проблемы по оформлению документов, легализации в другой стране, либо произойдут какие-то кризисные ситуации, которые просто ставят под угрозу ваш статус и репутацию. Но именно благодаря вашему упорству и способности, скажем так, преодолевать эти препятствия, вы действительно сможете добиться желаемого и стать чуточку лучше. И эти ситуации, они могут показаться сложными, но они станут для вас, по сути, тем ценным опытом и, скажем так, точкой роста. Да, поэтому здесь все-таки важно держать руку на пульсе и быть морально готовыми к любым этим неожиданным поворотам событий. И теперь переходим с вами к еще одному важному слайду. Это тема финансов. Деньги, конечно же, в нашем гороскопе, они не всегда напрямую связаны с занимаемой должностью, и, собственно, их движение в нашей жизни, оно подчиняется каким-то своим закономерностям. И собственно, на слайде вы видите даты, которые указывают на периоды финансового роста и финансового процветания. То есть это как раз-таки те моменты, когда у вас может появиться какой-то дополнительный доход. Этот доход может появиться из абсолютно разных источников. То есть, например, кто-то может продать что-то ценное, кому-то выпишут, например, премию на работе, кому-то повысят зарплату в этот период. Это может быть какой-то абсолютно новый для вас источник дохода, либо подработка, либо инвестирование куда-то, либо новый бизнес и так далее.
А вот в разделе «Потери и траты» вы, собственно, видите даты, когда следует быть немножко внимательными к своим тратам. И если у вас заранее запланированы какие-то покупки на этот период времени, либо вы планируете куда-то вложить деньги, это нормально. То есть вот траты, они проиграются. Но если вы не планируете этого делать, тогда что-то может произойти неожиданно в вашей жизни, и вот эти спонтанные траты на вот эти неожиданные ситуации, конечно, тоже потребуется. Друзья, таким у нас получился прогноз для овнов на 2025 год. Обязательно приходите ко мне в школу астрологии Орион на обучение, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп никто не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!